Друзья, мы ценим каждого зрителя и подписчика, в том числе тех, кто смотрит нас из других стран. Каждый ваш лайк и комментарий продвигает наше видео. Вы знаете, насколько это важно для развития канала. Поделитесь роликом с родными, друзьями и, конечно, подписывайтесь, если все еще смотрите нас без подписки. Сегодня рассказ о человеке, которого, скорее всего, вы не знаете. Это Яков Петрович Кульнев. Внешний вид Кульнева действительно был впечатляющий, если не сказать экзотический, добрый или недобрый, настоящий бармалей. Как он среди снегов в рубашке кочевал и в финском колпаке являлся среди боя, никто не видел его спящим. Кульнев был особый командир, он очень по-отечески, по-человечески относился к солдатам, которые из разжалованных офицеров. Возьмите орден, пусть неприятель, увидя труп мой, почтет его трупом простого солдата, а не тщеславится гибелью русского генерала. Дорогие друзья, дорогие любители русской истории, сегодня рассказ о человеке, которого, скорее всего, вы не знаете. Это Яков Петрович Кульнев. Когда я ехал на запись этой передачи и сказал, что записываю лекцию о Кульневе, первый вопрос был: а кто это? Денис Давыдов, знаменитый партизан, герой 812 года, который служил под началом Кульнева и был даже какое-то время его адъютантом, писал: «Поведай подвиги усатого героя, о муза! Расскажи, как Кульнев воевал, как он среди снегов в рубашке кочевал и в финском колпаке являлся среди боя. Пускай услышит свет причуды Кульнева и гром его побед». Что за Кульнев? Что за рубашки, в которых он ночевал в снегах? Какие финские колпаки? Кто это? Спасибо каналу «Культура», который показывает рассказы из русской истории, потому что, в отличие от всех телевизионных каналов, он не связан обязательством постоянно ориентироваться на рейтинги, а значит на рекламу, и может себе позволить задуматься о смыслах передач, а не только об их успехе в массовой аудитории. А вот в лектории Достоевский задумались и тоже сказали мне: какой Кульнев, кто его знает? Лучше давайте еще раз про Кутузова или Багратиона, потому что для массового сознания Яков Кульнев никто. И это очень несправедливо. Война 812 года – одна из славнейших страниц истории России. Время, когда генералы, графы, князья не посылали своих солдат в бой, а шли в бой вместе с ними, вели их. Поэтому такие огромные потери среди высшего генералитета мы не всех помним. И это несправедливо. Яков Кульнев погиб буквально в первые недели этой войны и был первым или вторым генералом, который пал во время 812 года. Имя его забылось. Постараемся эту историческую несправедливость хоть чуть-чуть исправить. Французский генерал Лассаль, наполеоновский генерал, гусар, как-то сказал, хотя эта фраза предписывается много кому: «Дерьмо тот гусар, который дожил до 30». Яков Кульнев был гусаром. И поразительно, как он умудрился дожить до 48. Но если посмотреть на его жизнь, то это что-то невероятное. Давайте с самого начала. Идет на жизнь дорогой длинной, смеяться, плакать и не плакать все равно, когда звучит припев старинный. Кульнев родился в 1763 году. Он поколение Багратиона и Барклая де Толли, или Карамзина и Ивана Андреевича Крылова. Пушкину и декабристам он годится в отцы. Родился он в городке Люцин, сегодня это Латвия. Он из старинного, небогатого дворянского рода. Мальчики всегда шли по военной стезе. Отец его, секунд-майор
Петр Кульнев. Когда мы говорим секунд-майор, то представляем что-то такое патриархальное времен Анны Иоанновны, Ледяного дома или Тщери Петровой Елизаветы. Он тогда и служил, воевал в Семилетнюю войну, был тяжело ранен и по инвалидности назначен градоначальником, городничим этого крошечного городишка Люцин на территории современной Латвии. Отец русский, а мать прибалтийская немка Луиза католичка. Семьи раньше были большие, 6 братьев, все стали офицерами и генералами, кроме одного, самого старшего, который был крещен в католичество. Да-да, не поверите, в католичество, а остальные 5 в православие. И вот 5 стали генералами и офицерами, как наш герой Яков Кульнев, а старший стал католическим аббатом. Звали его Павел. Такая веротерпимость в рамках одной семьи. С 7 лет Якова Кульнева отправили учиться в Шлихетский корпус, элитное учебное заведение в Петербурге. Но денег не было у семьи, поэтому учился он за бюджетный счет. Тогда это называлось за казенный кошт. И чтобы поступить на бюджет, нужно было, конечно, чтобы родители, отец был с безупречной абсолютно характеристикой. Видимо, так у секунд-майора Петра Кульнева и было. Учился он долго, 15 лет. Это и среднее, и высшее образование одновременно. Не был второгодником ни в коем случае. Более того, закончил Шлихетский корпус серебряной медалью. Я цитирую. За успехи в учебе, а особенно за похвальное поведение и достойные поступки. Раньше писали творческие характеристики. Денис Давыдов впоследствии вспоминал, я процитирую, Кульнев знал удовлетворительно артиллерийскую науку и основательно полевую фортификацию, теоретическую и практическую. Он порядочно изъяснялся на языках французском и немецком, хотя писал на обоих часто ошибочно. Ну а какой из русских дворян, говоривших на смеси французского с нижегородским, не допускал грамматических ошибок? По крайней мере, изъяснялся. Но познание, я возвращаюсь к Давыдову, познание его в истории, особенно русской и римской, были истинно замечательны. Военный человек, он не хуже всякого профессора, знал хронологический порядок событий и соотношение между собой единовременных происшествий, выводил из них собственные заключения, полные здравого смысла и проницательности, и любил предлагать подвиги некоторых римских и русских героев в пример молодым офицерам, служившим под его начальством. Яков Кульнев рассматривал историческую науку как мотивацию для своих подчиненных офицеров. Умно. И для нас, любителей русской военной истории, конечно, приятно. Выпущен из Шлихетского корпуса подпоручиком, как из нашего военного училища, то бишь лейтенантом в кавалерию. Это дорого. В том самом смысле, что офицер-кавалерист должен был за свой счет содержать 2-ю лошадь, а иногда 3-ю. Шить себе дорогие мундиры, вот гусарский мундир один в один у Михайловича Лермонтова, тоже кавалериста. Ну и вообще тяжело жить на жалование подпоручика. А Кульнев из бедной семьи. Его отец – глава районной администрации крошечного муниципалитета. Мама, понятное дело, не работает, а богатств никаких нет. Он не из тех военных, которые Полконский, Безухов, Лермонтов и граф Толстой. Он из той основной массы русского офицерства, которые жили на жалование. И по-французски и немецки хоть и изъяснялись, но с ошибками. Кульнев после выпуска Шлихетского корпуса живет бедно, экономит буквально на всем, и эта привычка к экономии впоследствии в нем закрепится. Он станет генералом, а его будут по-прежнему называть, я цитирую, беднейшим генералом в мире. В том смысле, как малым он довольствовался. Причем сам Кульнев относился к этому философски и даже бравировал. В письме брату он писал, кавычки, «бедность воина украшает и делает его непобедимым». Как офицер он солдат своих держал в строгости, по-суворовски заставлял их круглосуточно тренироваться, учиться тяжело в учении, легко в бою и готовиться к будущим сражениям, ну, можно сказать, муштровал, но при этом очень о солдатах заботился. И во всех сложных ситуациях был их
защитником. Он был категорически против телесных наказаний. Кавычки. Солдаты и офицеры все равны. Бить по морде товарища я не буду. Стыдно. А что касается офицеров, то в русской армии была особая категория разжалованных временно офицеров за какие-то проступки. В каждой воинской части, в каждом полку офицеров, разжалованных солдаты могли быть десятки. И если ты оставался солдатом, для офицера, дворянина, это катастрофа, потому что пропасть, я всегда говорю об этом, между прапорщиком и фельдмаршалом меньше, чем пропасть между прапорщиком и нижним чином, солдатом, мужиком, не дворянином. Так вот, Кульнев был особый командир, он очень по-отечески, по-человечески относился к солдатам, которые из разжалованных офицеров. Денис Давыдов писал, кавычки, «Он был неослабным покровителем разжалованных в рядовые офицеров, служивших в его отрядах. Во время Турецкой войны их было в авангарде до 20 человек, и все они пользовались его ласковым, можно сказать, отеческим обхождением, и все они были выведены им в офицеры в продолжении одной кампании». То есть он способствовал возвращению их в офицерское звание. Забота о солдатах, неприятие телесных наказаний делало его любимцем армии. Его солдаты обожали. Потом академик Тарли, любимый наш историк, я еще не раз буду цитировать его книгу «Нашествие Наполеона в Россию». Академик Тарли писал: «Кульнев, подобно Раевскому, Багратиону, Неверовскому, Кутузову, был одним из очень немногих генералов, достигавших полной власти над солдатами без помощи зуботычин, палок и розок». Ну, посмеемся над этой лукавой формулировкой, перечисляя целый ряд блестящих генералов. Конечно, академик Тарли отдавал должное советскому классовому подходу к дворянской армии, но, судя по всему, генералов, которые не могли принять зуботычины как метод управления солдатами, которые были противниками разрешенных телесных наказаний, этих генералов в русской армии было не то чтобы немного, а немало. Как выглядел Кульнев? Очевидцы писали: Кульнев был росту высокого, почти 2 аршин и 10 вершков, это под 1,90 м. Был сухощавым, неполным, но ширококосным и немного сутуловатым. Отличался при этом ловкостью и мастерски владел саблей. Ну, а то кавалерист. Посмотрите на портрет Кульнева. Мы сегодня покажем немало разных его портретов, в том числе из коллекции исторического музея, поэтому время от времени наш рассказ будет прерываться небольшими вставками специалистов Государственного исторического музея, где хранятся очень немногочисленные, но подлинные вещи, связанные с Яковом Кульневым. В нашей экспозиции представлен портрет генерал-майора Якова Петровича Кульнева, одного из лучших кавалерийских генералов эпохи 1812 года. Портрет датируется 1810-ми годами, оригинал неизвестного художника. Скорее всего, известный английский портретист Джордж Доу рисовал портрет Кульнева в галерее Зимнего дворца, как раз исходя из этого портрета. На портрете представлены ордена Святой Анны I класса, Святого Георгия III класса, Прусский орден Пур-ле-Мерит за достоинство и орден Святого Владимира IV класса с бантом, что свидетельствует, что генерал был награжден за боевые отличия. Ну вот внешний вид Кульнева. Бакенбарды, гусарские усы, больше похожие на бороду полноценную. Примерно так, кстати, выглядели на самом деле бакенбарды и Пушкина. Потом на портретах их сделали как бы поменьше. Внешний вид Кульнева действительно был впечатляющий, если не сказать экзотический, добрый или недобрый, настоящий Бармалей. Кстати, внешний вид его производил неизгладимое впечатление не только на сослуживцев, там таких было немало, но и особенно на лиц гражданских. Валентин Пикуль, который посвятил Кульневу прекрасный рассказ, приводит такой эпизод времен русско-шведской войны. Дело происходит в Финляндии, городок Якобстад,
Это по-шведски, по-фински я не смогу это произнести. Тогда никакого финского языка не было в природе. В официальной переписке. Все это была Швеция. Шведское делопроизводство, шведский язык, шведская литература. И даже гимн современный в Финляндии написан изначально на шведском языке, впоследствии переведен. Финляндию создала Россия, когда эта красивая земля стала частью Российской империи. Но это было по итогам как раз той самой русско-шведской войны, о которой я сейчас расскажу. Кульнев, командир авангарда Багратиона. И вот в городке Якобштад горожане, чтобы отвлечься от ужасов войны, устроили бал. Или просто вечеринка, танцы. Кульнев, распахнув дверь, настежь с мороза, весь в снегу и в сосульках, вламывается в помещение. 1,90 м, бакенбарды развиваются, сабля, пистолеты, гусарский мундир. Он сразу в толпе определяет первую местную красавицу, бросается к ней, что-то хриплым голосом говорит, при этом глядя ей на коленки. Ну, местные сразу поняли, что к чему. У них в Европах с этим попроще, чем у нас. И говорят, ну все, соглашайся, иди с ним. И ни в чем этому русскому страшному человеку не отказывай. Девушка заплакала и согласилась. Но потом нашелся переводчик. Перевели тираду Кульнева. Ну и выяснилось, что никуда ее с собой не забирает, а просто пригласил ее потанцевать. Да и только. Бал продолжился, и Кульнев танцевал потом и с первой шведской красавицей, и со всеми остальными. И был замечательным, галантным кавалером. И вроде бы даже у кого-то взял туфельку и пил из нее шампанское, как принято у гусар. Бедность с юности, обучение за казенный кошт в шляхетском корпусе сделала Кульнева очень скромным человеком, который в быту был крайне экономен. И даже ментик гусарского полка и доломан, ну а тем более шинель, все Кульнев шил не из офицерского, а из дешевого солдатского сукна. И даже когда стал генералом, друзья подшучивали над его экономностью, а Кульнев отвечал: убожество было первой добродетелью римлян. Он же любил историю. Победивших всю вселенную, но которых, наконец, богатство, попавшее им в руки, развратило. Вы не поверите, но главным для этого невероятного гусара и вояки все время была забота о семье, о родителях. Когда в 1808 году он отличился в сражениях со шведами и был представлен в генералы, то он обратился к командующему русской армией графу Каменскому с просьбой не представлять его в генералы, а вместо этого выплатить денежную премию. Так было принято. Можно было чин, эполеты генеральские заменить на премию в 5000 рублей. Приличная сумма по тем временам, примерно годовое генеральское жалование. И эти 5000 рублей он отослал своей старушке-матери. Когда за очередную победу Александр I наградил его пожизненной рентой. Что такое рента? Такой был способ награждения отличившихся военных, у которых постоянно не хватало денег. Им давали казенное поместье на какое-то время как бы в аренду. То есть он считался управляющим этим поместьем, а доходы с него добавлялись к его заработной плате. После смерти поместье возвращалось в казну. Государственно легализованный арендный бизнес. Хорошая история, кстати, для всех времен. И вот его наградили рентой, поместьем, которое приносило в год 1000 рублей. И он отказывается от ренты и передает дарственной своей племяннице. У Кульнева детей не было, а племянница выходила замуж, ей нужно было приданное. И он любимой племяннице отдает кровью заработанную ренту и поместье. Кульнев делил свое жалование ровно на 3 части, неважно какое – капитанское, майора или генерала. И первую треть он всегда отсылал матери. Вторую треть тратил на то, что необходимо для службы, это приобретение парадного мундира, содержание лошадей, сбруи, ну и прочее. И последнюю треть, как пишет, тратил на еду. Гречневая каша, говядина, ветчина. Но еды всегда готовилась у Кульнева в избытке, потому что он держал открытый стол на несколько человек.
Что это означало? Солдатский кошевар готовит обед или ужин не одному своему начальнику, будь то майору или генералу Кульневу, а человека так на 10-20. Вот сколько есть продуктов. И Кульнев всех своих офицеров, а бывало, что даже и разжалованных офицеров, сажает за один стол. При этом одно условие. Он всегда говорил гостям: милости просим, только каждого гостя прошу со своим прибором, то есть своей ложкой, вилкой, ножом, потому что у меня прибор только один. Кульнев, это плохо сопрягается с его внешностью и биографией, был кулинаром-любителем, любил изготавливать разного рода слабоалкогольные наливки. Ведь раньше водка это не водка, водкой называлась сладенькая наливка. Он мариновал огурцы, грибы, был специалистом по мариновке рыбы и ухитрялся все это делать даже во время войн между боями. В питье, в алкоголе, а мы понимаем с вами, что у гусара эта тема особая. Для гусар питье есть веселье, иногда и главный и единственный релаксант. Надо же как-то дожить до 30. В питье гусар Кульнев был очень и очень осторожен и умерен. Денис Давыдов писал, что утром он выпивал обычно стакан чаю с молоком, а вечером стакан чаю с ромом. Ну что такое в холодную погоду, когда ты спишь на седле на земле, стакан чаю с ромом? Во-первых, согреешься, а во-вторых, снотворное. Кстати, неплохое. Действует получше модных дорогих антидепрессантов. Вот, собственно, и все питье Кульнева. Ну, вот мы как-то очень много рассказываем о его характере, о привычках и совершенно проскочили боевой путь Якова Кульнева. Проскочили, потому что все довольно банально. Закончил шляхетский корпус, подпоручик. И, как и полагается русскому офицеру, на войну. Сначала русско-турецкая война, потом польская кампания подавления польского мятежа очередного. Вместе с Суворовым был Суворовым замечен. При штурме Праги, Прага – это предместье Варшавы, ворвался в Прагу одним из первых. По итогам кампании произведен в майоры. Кстати, Кульнев боготворил Суворова, считал его абсолютно недостижимым идеалом. И всегда говорил о нем, как писал Денис Давыдов, кавычки, со слезами восторга. Военная карьера не как у всех, потому что Кульнева отправили служить в гарнизон, как говорится, тянуть лямку. В швейцарские походы с Суворовым он не попал. И дальше 10 лет проходил в тех самых майорах, в которые его произвел Суворов. Тогда были разные истории, были удачливые офицеры, которые становились генералами в неполные 30, кто по заслугам, по храбрости, по подвигам, по военным удачам, а кто просто по фавору. Все эти Потемкины, Каменские, Румянцевы, Котляревские – это все молодые екатерининские и александровские генералы. Даже тем, кому не везло с быстрым продвижением в чинах, как, например, тому же Суворову или Барклаю де Толли, но все равно где-то к 35 они полковники. А Кульнев все майор, вечный майор, никакой перспективы, да и денег мало. Мать уговаривала его даже демобилизоваться, и в какой-то момент, судя по всему, Кульнев согласился. Он писал брату, он все время письма пишет своим братьям. Это очень дружная семья. Кавычки. «Я взял твердое намерение подать в отставку. Удалюсь в нашу деревушку, Болдыревку». Имение Кульневых. Ну, чтобы мы понимали, это имение, которым он совладеет с другими братьями, где-то в Калужской губернии, это 25 крестьян. То есть чуть-чуть побольше, чем у совсем нищего Ушакова, будущего адмирала. Но раз так в 10 меньше, чем у нашего очень бедного поэта Александра Сергеевича Пушкина. Но, слава богу, не удалился. Начались наполеоновские войны, все эти коалиции, 2-я, 3-я, 4-я, я не буду запутывать вас в этой нумерации. Главное то, что Кульнев снова на фронте. И тут на 44-м году жизни, Кульнев еще майор, и он отслужил уже почти четверть века, наконец переведен в гусарский полк,
До этого он был кавалеристом из драгун. И с песней и надеждами отправляется на большую войну против Наполеона. Как писал его будущий товарищ Денис Давыдов: «Я не хочу войны, но...» А Кульнев говорил: «Какое счастье жить в матушке России, потому что здесь обязательно кто-нибудь с кем-нибудь дерется». И вот тут Кульневу повезло. Он попал в большую драку с Наполеоном. Я не хочу войны, я разлюбил войну. Я в мыслях, я в душе храню тебя одну. Ты сердцу моему нужна для трепетания, как свет очам моим, как воздух для дыхания. Ах, чтоб без трепета, без ропота терпеть разгневанной судьбы и грозы и волнения. Мне надо на тебя глядеть, всегда глядеть, глядеть без устали, глядеть без устали, глядеть без устали, как на звезду спасения. Сражаясь с Наполеоном в Восточной Пруссии в 44 года, Кульнев получает первый боевой орден. В Российской империи орденами не разбрасывались. Но настоящей звездой славы русской армии он становится во время русско-шведской войны 1808-1809 год. Это последняя попытка Швеции, некогда великой европейской державы, отомстить, взять реванш у России за поражение в Северной войне от Петра I. Как мы помним, несколько раз Швеция предпринимала такие попытки, каждый раз терпела поражение и лишалась очередного кусочка своей территории. В этот раз попытки Швеции взять реванш обернулись потерей Финляндии. Финляндия перешла к Российской империи. Ничто не предвещало такого успешного окончания войны. Это зима. Как потом в 20 веке советско-финляндская война. Снега, в которых утопает кавалерия. Лошади проваливаются. Это мороз минус 25, минус 30. Финские густые леса, за каждым деревом скрывается шведский солдат. Кульнев во главе кавалерийского авангарда у Багратиона. Что значит быть одновременно разведкой и преследовать отступающие шведские части по пятам, когда тобой командует нетерпеливый Багратион? Вот там воевал ли он, как писал Денис Давыдов, в рубашке, ночевал в снегу и в финском колпаке? Сейчас все эти остроты 200-летней давности нам, может быть, не очень понятны. И что они означали, история умалчивает, но мы точно знаем из воспоминаний Дениса Давыдова и других офицеров. Например, известного литератора, друга, в кавычках, Пушкина, Фадея Булгарина, который тоже, кстати, был офицером и воевал вместе с Кульневым, что Кульнев был невероятно эффективным командиром. Во-первых, вообще никогда не спал. Фадей Булгарин так и писал. Никто не видел его спящим. Он иногда дремал при бивачном огне. При этом всегда с солдатами был весел и разговорчив. Особенно, когда подчиненные хорошо исполняли свое дело. И никогда не был так шутлив, как в бою под пулями. Солдаты, ясное дело, его просто обожали. Ну, а говоря казенным языком советских политработников, Кульнев был из тех суворовских школы военачальников, которые заботились о своих солдатах. Письмо Кульнева в полк, кавычки. «Чистота и опрятность есть источник солдатского здоровья. Приказываю вести в эскадронах ежедневную записку, что солдаты ели». И каждый день проверял. Другой приказ. «На марше быть бодру и веселу. Уныние свойственно одним старым бабам. По прибытии на Кумлигнян чарка водки, кашица с мясом, щит и ложе из ельнику. Покойная ночь». Суворовский штиль общения со своими солдатами. Он, однако, жестоко наказывал своих подчиненных за мародерство и либо за плохое отношение к гражданским, даже на территории врага. И снискал тем самым довольно неожиданную известность. Ведь командир, который жестко защищает мирных жителей противника,
который не допускает расправы над пленными, который хорошо относится к пленным, который отдает им зачастую свою последнюю еду, теплый кров, всегда, во все времена большая редкость. Кульнев взял как-то в плен начальника штаба шведской армии, графа, ну и, как выяснилось, сына шведского короля, правда, внебрачного. Этот начальник генштаба, будучи в бою сбит с коня, упал, оказался под пиками гусар и в ожидании неминуемой расправы кричал на шведском: «Кульнев, Кульнев, спаси меня, Кульнев!» Говорит о репутации Кульнева. Гусары, услышав имя командира, не закололи шведского генерала и доставили его к Кульневу, который, естественно, обогрел, спас, вылечил и сохранил ему жизнь. И даже автор современного гимна Финляндии, того самого, который был написан на шведском языке, по происхождению швед, классик финской литературы, Пушкин, Лермонтов и Толстой в одном лице. Зовут его Йохан Рунеберг. Финны, кстати, отмечают его день рождения как национальный праздник, так и называется. День Рунеберга. Молодцы. Чтят своих литературных талантов. Он написал балладу о Кульневе в те времена. «Я здесь слыхал от матерей, как старый Кульнев их страшил». Кульневу 45, для понимания. «Когда без спросу и затей он к люлькам детским подходил». Далее, вероятно, финские матери ожидали сцену поедания младенцев Бармалеем Кульневым. Но, говорят они, добряк лишь целовал детей. И так смеялся кротко им в привет, как вот вблизи его портрет. Героя с нами больше нет, изгладились его следы, но в хижинах висит портрет огромной бороды. Подходишь ближе, видишь рот, улыбка за душу берет, и ты сквозь бороды заслон вдруг видишь, это он, добрый Кульнев. Март 1709 года. Знаменитый переход по льду Ботнического залива к берегам Швеции. Мы решаем покончить с этой затянувшейся по тем меркам несколько месяцев войной одним мощным и неожиданным стратегическим ударом. Совершить рывок напрямую к столице Швеции, к Стокгольму. Идти по суше летом – это многие месяцы тяжелых боев по пересеченной местности. Поэтому Аракчеев, Барклай и Багратион принимают план рывка по льду, пока Ботнический залив скован льдом, хотя понятно, что это трещины, пурга, торосы. Невозможно, когда ты идешь по льду, разжигать костры несколько дней, потому что ты можешь растопить лед, а самое главное, костры увидят и расстреляют из артиллерии, ты просто утонешь. Поэтому в абсолютной темноте, без огня, спать на льду, укрывшись плащами, и в авангарде колонны Багратиона идут гусары Якова Кульнева. Он сходу атакует шведов, смел шведские отряды, которые были выдвинуты навстречу, чтобы воспрепятствовать этому неожиданному рывку. Но на этом направлении, собственно, русских не ждали. И совершенно неожиданно он выходит на шведский берег почти к Стокгольму. 100 километров до вражеской столицы. Перед последним рывком Кульнев издает следующий приказ. «Бог с нами. Я перед вами, а князь Багратион за нами. Вперед! Иметь при себе по 2 чарки водки на человека, по куску мяса и хлеба. Лошадям по 2 горнца овса. Море не страшно. Отдыхайте, мои товарищи. Завтра в бой». Шли налегке, увидев в дневном переходе от своей столицы русских гусар и казаков, шведы запросили мира. Так Финляндия вошла в состав Российской империи. По невероятной сложности современники сравнивали этот переход с переходом Суворова через Альпы. Итак, если до этого 13 лет Кульнев в гарнизонах майором, то здесь буквально год с небольшим войны с французами и шведами, и Кульнев уже генерал-майор. У него сабля за храбрость, у него ордена и, самое главное, высокий полководческий орден Святого Георгия Третьей степени. Легенда армии.
Давайте перенесемся в Государственный исторический музей на Красную площадь, где нам покажут настоящие предметы и настоящую саблю, которую держал в своих руках Яков Кульнев. В нашей экспозиции представлены награды Якова Петровича Кульнева. Все они датируются периодом русско-шведской войны 1808-1809 годов. В первую очередь сабля за храбрость, золотое оружие за храбрость, которым награждались чины, начиная с младшего офицерского чина до чина полковника. Как раз Кульнев начинал кампанию 808 года в чине подполковника и был награжден за авангардные дела. Он командовал мелкими отрядами, отличился в самом начале кампании и был награжден этим золотым оружием. Чуть позже, в 810 году, уже имея чин генерал-майора, он был награжден тоже золотым оружием. Мы совсем забыли рассказать о личной жизни Кульнева. К этому моменту уже под 50. Он стал любимцем женщин, но при этом оставался холостяком. В те времена для офицера и дворянина женитьба вопрос не только любви, но вопрос материального достатка, способен ли ты обеспечить свою семью. Кульнев был беден, горько шутил, что готов на любой подвиг, хоть лично попытаться пленить Наполеона, лишь бы за этот подвиг ему заплатили хоть сколько-нибудь, чтобы он мог наконец жениться. И вот наконец он после шведской войны генерал, наконец достойное жалование, слава, и вроде бы можно жениться, и невеста нашлась, хорошая свадьба назначена на 1812 год. Ну, все понимают, что дело идет к новой войне, и неожиданно родители невесты выкидывают фортель, говорят: вы знаете, невеста молода, а муж уже нет. И как-то странно жениться, чтобы сразу стать вдовой. Мы бы хотели, чтобы он перед свадьбой вышел в отставку. Невеста так и пишет, в кавычки: «Я с радостью соглашаюсь стать вашей женой, но удел вдовы меня не прельщает». Кульнев был поражен и, верно, очень сильно обижен по-мужски. Он вернул ей, как говорили тогда, слово, они были помолвлены, вернул ей кольцо и написал: «Ничто на свете, даже сама любовь, которую я к вам питаю, не может отвратить меня от любви к Отечеству и должности моей. Прощайте, любезная и жестокая очаровательница». Если говорить современным языком, Кульнев, наверное, думал не только о любви к Отечеству, его обидело, что невеста не понимает, какое значение в его жизни означает работа, его служба, его долг, его армия, его солдаты. Это для него смысл. Он был невероятно обижен, что она поставила его перед жестоким выбором, что она не готова ждать его возвращения с войны, что она не из тех, которые выходят замуж за лейтенанта, чтобы потом стать генеральшей, что она хочет сразу стать генеральшей и сидеть с мужем дома в имении, в достатке, что она не хочет не мотаться по гарнизонам, не просто ждать своего мужа. Наверное, он правильно решил, что такая ему не подойдет. Да мы, собственно, не знаем, правильно или неправильно, потому что через несколько месяцев, наверное, она в любом случае точно стала бы вдовой, ибо началось вторжение наполеоновских армий, 812 год, русские отступали, и, собственно, так с Кульневым и случилось. Его большой кавалерийский отряд, 5000 сабель, включая тот гусарский полк, которым он непосредственно командовал, включили в корпус Витгенштейна. Этот корпус действовал на втором направлении. Он не противостоял, собственно, армии Наполеона, он прикрывал столицу Петербург. А против него действовало два французских корпуса. Маршала Удино, у нас его постоянно солдаты рифмовали с одним нехорошим русским словом, и маршала Макдональда. Легко запомнить, не путайте с вредной закусочной. Каждый из корпусов Удино и Макдональда был больше численно и артиллерийский, чем корпус Витгенштейна, поэтому нашему командующему ничего не оставалось, как, не дожидаясь их соединения, попытаться атаковать их по очереди. И вот под небольшой деревушкой Клястице состоялось сражение, которое решило судьбу Петербурга. В гуще этого сражения, в самой горячей его точке, оказался кавалерийский 5000-ный отряд генерала Кульнева. Это было очень упорное сражение. Кульнев атаковал, захватил
обозы Удино, взял 1000 пленных, потом попал под сокрушительный артиллерийский обстрел, отступал. Он не искал смерти, он не геройствовал, он заботился о своих солдатах и, прикрывая отступление вместе с своими офицерами, даже спешился. И отступали они в пешем порядке пушечным ядром. Кульневу оторвало ноги. Говорят, что в последнюю минуту, еще оставаясь в сознании и боясь, что его тело попадет врагу, он сорвал с себя орден Святого Георгия. Мы помним, у него был полководческий орден Святого Георгия 3-го класса, а Георгия носили всегда на мундире сверху по положению, и сказал: возьмите орден, пусть неприятель, увидя труп мой, почтет его трупом простого солдата, а не тщеславится гибелью русского генерала. Но труп его вынесли, слава богу, на руках, точнее, ту часть, которая осталась от его трупа. Течет шампанское рекою, и взор туманится слегка, и все как будто под рукою, и все как будто на века. Крест деревянный или чугунный назначен нам в грядущей мгле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Вы не поверите, но этот орден Святого Георгия 3-го класса сохранился. Его сейчас можно увидеть в экспозиции исторического музея. Также здесь представлены еще два ордена. Орден Святого Георгия 3-й степени. Очень престижная награда для чина полковника. Как правило, такой наградой награждались уже генерал-майоры. Этот орден получил за сражение при Кортане и Оравасе. И орден Святой Анны 1-й степени. Этот орден он получил за то, что командовал авангардным отрядом князя Багратиона при переходе на Аландские острова по льду Ботнического залива. И после этого за переход на шведский берег. Он не дошел, его авангард, до Стокгольма, где-то 100 километров. И шведы попросили перемирия. Весть о гибели генерала Кульнева дошла даже до Наполеона. Наполеон горделиво писал Жозефине: генерал Кульнев, один из лучших офицеров русской кавалерии, был убит сегодня. Наполеон даже называл Кульнева русским Лассалем, тем самым прославленным французским генералом, который и считается автором афоризма про гусара, который не может дожить до 30. Но это было слабое утешение. И тогда под Клястицами была одержана первая крупная русская победа в войне 812 года, потому что там под Клястицами провалилось наступление французов на Петербург, потому что благодаря Клястицам Витгенштейн войдет в историю как спаситель русской столицы. А академик Тарлик, к которому я уже обращался, напишет: в бою под Клястицами 30 июля не Витгенштейн, не начальник, а именно он, генерал Кульнев, и был победителем Удино, ибо взял почти весь обоз маршала и множество пленных. Гусарский полк, которым непосредственно командовал Кульнев, после этого сражения будет официально называться Клястицкий полк. Это первый полк, который назван в истории русской армии в честь победы в конкретном сражении. Клястицкий гусарский полк будет в рядах нашей армии аж до революции 17 года. Потом ему даже присвоят имя Кульнева. У нас не так много полков, которые присваивали имя своего командира. Вот Клястицкий гусарский имени Кульнева. А можете вспомнить еще Панфиловскую дивизию. Дивизию имени генерала Панфилова. У нас есть уникальные подлинные вещи. Они более позднего периода. Такие мундиры носили офицеры Клястицкого гусарского полка примерно сразу после Крымской войны. 1850-е, 60-е годы. Вот посмотрите, парадный мундир офицера-гусара. Синий цвет, классический цвет этого полка, посеребренные пуговицы и вот чистого серебра застежки. Через плечо красивой, тоже с серебряными вставками ленте перекинута специальная патронная сумка.
ледунка ее называли, тоже частично из серебра, частично из латуни, отличие гусара. Вот такая редкая вещь, малопонятная сегодня, называется гусарская ташка. Это не совсем сумка, хотя, наверное, теоретически какой-то документ можно себя засунуть, но не очень удобно. Дань традиции. Носится на бедре, пристегивается к портупее, сразу видно, из какого ты полка, ну и вензель императора, в данном случае Александра II. Элемент военной формы гусара. Но помним с вами, что кульневских времен высокие по моде европейской того времени кивера со временем заменились на французского образца кепи. Это гусарская фуражка, современная еще чуть ниже. Тоже фирменного цвета, с большим козырьком. Ну, конечно, такое большое нововведение, гораздо удобнее, чем эти высокие, тяжелые, громоздкие головные уборы. Если у вас сложился образ рубаки, парня, которому что своя жизнь копейка, что вражеская, который видит наслаждение собственно в военном деле, знаете, это образ обманчивый. Кульнев, как настоящий профессиональный военный, всю жизнь отдавший войне, войну-то на самом деле не любил, считал злом. Вот несколько строк из его письма к брату. Эти строки скрывают нашего героя совершенно с другой стороны, кавычки. В самом веществе война – это самое успешнейшее, не что иное есть, как истребление рода человеческого и разорение жителей, на что без содрогания сердца нельзя взирать. Что думал Денис Давыдов, когда писал о Кульневе? Смело можно сказать, что Кульнев был последним чисто русского свойства воином, как Брут последним римлянином. Что имел Денис Давыдов в виду? Может быть, эту черту его души, его характера, его нетерпения, его содрогания сердца при человеческой гибели? Или, может быть, он имел в виду его необычайное суворовское внимание к простым солдатам? Накормленный и выспавшийся солдат из приказа Кульнева выполнит задачу лучше, чем тот, у которого живот сводит от голода. Или он вспоминал, как Кульнев всю свою жизнь треть жалований посылал матери. Или как он, спешившись последним, как капитан с корабля, прикрывал своих бойцов, гусар, выводя их из боя. Память о Кульневе какая-то сохранилась. Его имение, где он родился, сегодня это деревушка в Латвии, там есть церковь, семейная усыпальница. Туда перенесли прах Кульнева. Не так давно на русские пожертвования даже немного обновили эту церковь. Главная могила сохранилась. На месте первоначального его захоронения под Клястицами, сегодня это территория Витебской области Белоруссии, даже поставили памятник. Давно еще, в 1830 году. На памятнике слова поэта Жуковского. «Где жизнь судьба ему дала, там брань его сразила. Где колыбель его была, там днесь его могила». Эти стихи отсылают нас к легенде, которая появилась после смерти Кульнева. Он там неподалеку родился, и считается, что мать его, не добравшись до дома, родила его где-то там в поле у холма. И в том же самом месте его сразило французское ядро. Как бы где он появился на свет, с того самого места он на небеса и вознесся. Там же в 830 году по высочайшему повелению поставили хороший памятник. И решено было рядом построить казенную избу, где будет жить ветеран, памятник оберегающий. Видите, как раньше скромно, бюджетно подходили к вопросу сохранения культурного наследия. Не открывали какой-то музей на налоговые средства. Нет, скромно, изба, кульневский ветеран, и пусть за памятником присматривает. Но изба, понятное дело, не сохранилась. А памятник сохранился. И если вы сегодня ездите на машине по Беларуси, это примерно 28 километров от Полоцка, сверните и посмотрите на это удивительное место. Кстати, и в самой Латвии, вы не поверите, но сохранилось местечко, связанное с именем Кульнева. Там есть и улица его имени, и музей, и церковь в том доме, где Кульнев родился. Музей этот был открыт еще в советские годы. Сейчас это просто краеведчески, не носящий имени Кульнева. Но вот я посмотрел, там на мраморной табличке у входа есть надпись
В этом доме 25 июля 1763 года родился и провел свое детство герой Отечественной войны 812 года генерал Яков Петрович Кульнев. Удивительно, да? Но когда лет 15 назад, по-моему, во дворе этого музея на средства наших соотечественников открывали бюст Кульневу, там даже выступала местная градоначальница и сказала такие хорошие слова. «Мы гордимся тем, что мы с Яковом Петровичем из одного города родом. Наша молодежь должна учиться на его примере, как быть храбрым, благородным, как любить жизнь и людей». После чего прогремел выстрел из старой наполеоновской пушки, а рижские реконструкторы-гусары, рижские, встали в почетный караул. Вот так. Тогда в Риге даже задумали выпустить специальный сорт крафтового пива, которое называлось бы Кульнев. Может быть, оно даже, кстати, есть в продаже, надо посмотреть. А в рекламных материалах, которые несложно найти в сети, написано: это пиво начинал варить еще знатный пивовар Кульнев, бывший героем нескольких войн. Вот бы удивился малопьющий генерал Кульнев, что он еще и знатный пивовар. В Москве, неподалеку от музея панорамы Бородинская битва, тоже есть улица Кульнева. Никто, правда, увы, и не помнит, кто такой Кульнев. Попробуйте остановить прохожих. Может быть, вам, конечно, повезет. А мне, когда я расспрашивал, не везло. Обидно. Обидно, потому что замечательная фраза из классического советского фильма: есть такая профессия — Родину защищать. Родину защищать. Есть такая профессия — взводный. Эта фраза, собственно, является девизом всей жизни Кульнева. Она подходит как никому другому, человеку, всю жизнь отдавшему защите Отечества. Он даже в одном из своих приказов примерно так написал, кавычки: «Герой, служащий Отечеству, не умирает. Он в потомстве воскресает». Красиво. Но своего потомства в прямом смысле Кульнев так и не оставил, так и не женился, так и не завел детей. Хотя в каком-то смысле его потомство — это все офицеры, кто вдохновлялся его примером, рассказами о его подвигах. И не только Клястецкого полка, это все русские офицеры, которые, как римскими подвигами, о которых рассказывал генерал Кульнев, кульневскими подвигами бесстрашно шли в бой за царя и отечество. Так что латышская градоначальница права. Надо учиться на таких примерах. И в этом собственный смысл наших передач. Рассказать вам истории из жизни самых разных людей. Может быть, простых и не самых знаменитых, но по-настоящему великих. Рассказать истории, чтобы учиться на примере их жизни. Учиться так служить Родине, так жить и так умирать, не щадя живота своего, как это делал гусар Яков Кульнев. Спасибо вам за любовь к русской истории.